Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, сколько пользы таится в этих маленьких красных ягодах? Сегодня мы поговорим о черешне. Разберем ее состав, раскроем полезные свойства и поделимся секретами выбора самой вкусной и сочной черешни. Готовы узнать, как черешня может улучшить ваше здоровье и настроение? Не переключайтесь, будет интересно. Черешня относится к семейству розовые. Это дерево высотой около 10 метров, является одной из самых древних древесных растений. Черешня считается одной из самых древних форм вишни и фруктовых деревьев, которое было культивировано человеком. По некоторым данным, эти деревья начали возделывать более 8000 лет назад. Согласно легенде, в небольшом городе Кирасунте древние римляне впервые увидели плоды растения, которые назвали кирасунскими плодами, от чего впоследствии произошло название на латыни сереси. Полезные свойства. Большое содержание в черешне витаминов, микро- и макроэлементов наделяет ее полезными свойствами. Благодаря наличию в плодах ретинола, очень полезно употреблять их для укрепления костных тканей и укрепления сетчатки глаз. Наличие витамина В1 в плодах помогает в работе обменного процесса веществ. Наличие витамина В6 помогает в работе печени, головного мозга и сердечной мышцы, а витамин П в плодах полезен для стимулирования дыхательного процесса в клетках. Содержание кумарина и оксикумарина в плодах влияет на снижение свертываемости крови и препятствует образованию сгустков крови в сосудах. Плоды темных сортов полезны при высоком артериальном давлении и для снижения холестерина. Это свойство возникает в результате содержания в черешне калия, который выводит жидкость из организма, в то время как натрий задерживает жидкость. Калий, поступая в организм, снижает нагрузку на сердце и почки, выводя лишнюю жидкость. Переизбыток калия регулируется организмом. Фрукт полезен при заболеваниях печени и почек благодаря содержанию в ней фосфора. Это помогает укрепить стенки органов и выводить токсины из организма. Также следует употреблять плоды при ревматизме, подагре и артрите. Полезно ежедневно съедать стакан черешин для уменьшения боли и выпивать по половине стакана сока. Отличие черешни от вишни. Черешню часто путают с вишней. Эти плоды имеют внешнее сходство, однако существует ряд определенных признаков, по которым можно легко отличить черешню от вишни, а именно: черешня сладкая и мясистая, а вишня сочная, с кисловатым привкусом. Черешня является деревом, вишня может быть как деревом, так и кустарником. Листья черешни более крупные. Черешня растет только в южных регионах, вишня может расти при низкой температуре, плоды черешни могут быть от светло-желтого до темно-бордового цвета, а плоды вишни от красного до красно-коричневого цвета. Черешню не используют для переработки из-за низкой кислотности, а из вишни изготавливают варенье, джемы и конфитюры. Из-за содержания в плодах железа, которое стимулирует кроветворение, ее рекомендуется употреблять при анемии. При спастических колитах, запорах, атонии и прочих заболеваниях кишечника полезно употреблять свежие плоды и компоты. Вещество амигдалин помогает снизить боль в желудке и стимулирует аппетит, а клетчатка помогает при дисбактериозе. При содержании во фрукте множества органических кислот, он имеет щелочную реакцию. Поэтому фрукт полезен при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. В плодах содержится много магния, который отлично помогает справиться с бессонницей, неврозами и стрессом. Для диабетиков плоды черешни считаются альтернативным продуктом из-за большого количества в них фруктозы. При косметологических дефектах полезно наносить питательные маски, состоящие из сметаны и протертых плодов. Маска из черешни и клубники прекрасно очищает, снимает омертвевшие клетки и питает кожу. Горячий компот из плодов без сахара полезен при кашле. Он обладает отхаркивающим эффектом. Отвары из цветков и листьев являются сильными противовоспалительным и антисептическим действием, что очень полезно при простудных заболеваниях. Как правильно выбирать и хранить черешню?
Покупать черешню нужно в июне-июле. Вид у нее должен быть плотным, упругим, без вмятин и порезов. Если плодоножки сухие, то плоды перезрели или долго хранятся. Свежие плоды всегда имеют зеленые и гибкие плодоножки. Обязательно нужно выбирать сухие продукты, иначе они быстро испортятся и зацветут. Не должно быть также и запаха брожения. Хранить плоды нужно в холодном месте в сухой таре. Для этого на дно тары нужно выложить слой просушенных листьев черешни, на них насыпать сухие плоды и так чередовать слой за слоем. Без плодоножек плоды можно хранить в холодильнике до 3 недель. Для более длительного хранения черешню замораживают без косточек и листочков. Замороженные плоды можно хранить до 8 месяцев. Также их можно сушить для длительного срока хранения. Для этого нужно бланшировать в горячей воде несколько минут, охладить и дать стечь в воде. Затем выложить на противень и высушить в духовке при температуре 60 градусов, добавив 20-25 градусов после того, как плоды станут подвяленными. Вред и противопоказания к употреблению. Не рекомендуется употреблять много черешни при сахарном диабете. При наличии аллергии рекомендуется кушать только светлые плоды. Противопоказано употреблять их при непроходимости кишечника. Во время беременности не рекомендуется кушать больше, чем 500 граммов в день. Также нежелательно кушать фрукт после еды, рекомендуется подождать 30 минут. Чтобы избежать вздутия живота, нужно кушать черешню спокойно, поштучно и не более 300 граммов за один раз. Всем спасибо за просмотр, если информация была полезна для вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии, буду всем очень рад. Всем удачи и до новых встреч!